Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 22 апреля, 23 год, весна, суббота, друзья. Прекрасная, хорошая погода ожидает нас сегодня. Сейчас у нас где-то градусов 15. Вообще в прогнозах у нас много-много дождей, но, ребята, слава богу, сегодня дожди, как говорится, ожидаются только вечером. Нам они нужны только вечером, потому что с утра и в первой половине дня нам нужно залить фундамент нашей летней кухни, к которой мы идем уже с того момента, как мы приехали в Болгарию. Думаем, что не будет дождя. Окей, но сейчас не об этом, поговорим об очень насущной теме, друзья, в Болгарии. Тема, которая касается всех нас, расход, очень серьезный расход. И какой у нас второй серьезный расход после того, чтобы купить покушать. И без чего мы, естественно, не можем обойтись. И чтобы нам было комфортно. Друзья мои, это электричество. Это статья расхода на самом деле, которая вот лично для нас, для тех, кто живет в селах, у кого частные дома, естественно, расход на электричество намного больше, чем у тех, кто живет в апартаментах, в квартирах. Мы это уже не раз обсуждали, мы это сравниваем. Почему так дорого, почему так, у кого сколько. Я уже который месяц озвучиваю стоимость счета за электричество именно у нас. Вводные данные какие? Дом 65 метров, в нем живут 2 человека, я и Светланочка. Какая у нас система отопления и система охлаждения в нашем доме? Мы изначально понимали, что дровами топить дом нам будет очень тяжело. Не то, что даже дорого, а конкретно будет тяжело, потому что, конечно, все это здорово. Романтика, печка, дровишки трещат, вы сидите, подкидываете. Конечно, это некий кайф. Ребят, это некий кайф, когда это не нужно делать по несколько раз за ночь. И вы не связаны с тем, что дрова вам надо колоть, пилить, переносить, сушить, складывать. После того, как вы затопили печку, вам надо вообще-то еще где-то как-то убрать вот эту пыль, которая скапливается. Романтика? Ну, честно говоря, конечно, романтика. Но готовы ли мы, израильтяне, вот к такой романтике, я не знаю. Изначально, конечно, мы говорили себе, да это здорово, мы будем таскать. Нет, нет и нет. Что изначально мы хотели? Первая наша цель была поставить пеллетный котел в подвал, с заборником с таким для пеллет. Дрова отмели сразу же. Вот от слова нет, отмели их. Окей. И еще не въехав в дом, мы уже хотели поставить всю эту систему, чтобы когда мы въедем, мы могли охлаждаться, что для меня было самое главное. Я еще не думал, что надо спасаться от холода, ребята, от холода, а не от жары. Вот не было у меня в голове, что может быть очень холодно. В Израиле мы к холоду не привыкли. В Израиле вообще, ребята, никакой системы отопления, ее просто нет в домах. И никто не знает, что такое какие-то батареи проведенные, центральное отопление. Нет, от слова нет. Ставятся коробки, а потом люди что делают? Ставят себе кондиционеры, либо централизованно, либо в каждой комнате. И потом зимой включают на тепло. Зима в Израиле не такая тяжелая, там. А летом уже, конечно, все идет на холод. Лично у нас в доме кондиционер работал 24/7. И когда дикая жара, я вообще иногда мог на улицу не выйти, если только покурить. Что в Болгарии будет холодно, так я не думал. Но это пришло, и мы пеллетные котлы, мы тоже как-то думали, что пеллеты это тоже, их нужно где-то покупать, заказывать, искать, дороже, дешевле. Их привозят, мы их должны, опять же, брать и переносить в подвал, чтобы там складировать. И нужно ходить и подкидывать, засыпать или еще что-то. В тот момент наши друзья, которые прожили здесь уже больше, чем мы, имели намного больше опыт, чем у нас, говорят: ребята, а чего вы не поставите термопомпу? Я сразу говорю: ой, термопомпа, это наверное, очень много денег. Они говорят: да, это в принципе много денег, но в дальнейшем использовании это все окупится. Мы со Светочкой посидели, посчитали, получили стоимость.
что еще, конечно, был вопрос, что теплые полы. Но, к сожалению, когда вы покупаете, и мы купили дом, не построили под себя, вот у нас не было возможности поставить теплый пол. Просто уровни не позволяли. И скажу вам честно, это, конечно, очень важно. Теплый пол, он очень важен. У нас не было возможности, поэтому вместо теплого пола мы поставили конвекторы. Мы поставили 4 конвектора. Зачем 4? Ну, потому что это мой подход. Главное, чтобы было побольше. Там Светлана смеется в соседней комнате. Летом, когда мы это поставили, естественно, нам это поставили, установили, мы въехали в дом, это все уже работало и было подключено. Без нас. По бригаде, которая ставила нам термопомпу, я могу сказать 2 вещи. Первое. Термопомпу поставили очень хорошо. Второе. Солнечная панель, которая была в комплекте, она до сих пор, ребята, не поставлена на 9 месяцев, еще лежит у нас. Почему? Ну, потому что, к сожалению, владелец фирмы, он попал в больницу, он сломал спину, дай бог ему здоровья, но это не решило нашу проблему. Последний раз он присылал бригаду, бригада доехала до половины из дороги из Софии, потом начался дождь, и бригада развернулась и уехала обратно. Я очень был, конечно, злой, но, как говорится, мы в Болгарии, нервничать не надо и злиться не надо тоже. Панель у нас лежит, она у нас лежит, и, соответственно, мы платим. А панель для бойлера, для электрического бойлера. И если есть панель и есть солнце, то солнце идет на панель, бойлер работает от солнца, не за деньги. А сейчас бойлер работает от термопомпы, что существенно ежемесячно где-то увеличивает наш счет за электричество порядка на, ну, я думаю, 40-50 лев. Окей? Проблема. Ну, будем решать. Не об этом. Значит, термопомпа нам стоила, система в наш дом 65 метров, 4 конвектора. Модель, честно говоря, я не помню, но хорошая. Нам стоил все вместе 22 тысячи лев, 11 тысяч евро. Дорого. Дорого, дорого, дорого. Но мы на это пошли осознанно. И, наверное, скорее всего, сейчас мы, в принципе, понимаем, что все было сделано правильно. Сейчас объясню, почему. По-моему, в декабре месяце, да, в декабре месяце мы получаем счет за электричество 456 лев. Вау, вау, вау. Ребята, 450. Мы такие, ой, еще зима не началась, уже такие счета. По-моему, декабрь. Я сделал видео, мы обсуждали, люди были поражены такими стоимостями. И я тоже был поражен такой стоимостью. И мы начали искать, почему же мы так дорого платим. Вроде как, вот дорого. А потом на самом деле мы поняли, почему же мы так дорого платим. Потому что термопомпа была не настроена. Стояла она на 50 градусах. Это первое, что была ошибка. Что не объяснили нам, ребят. А мы не поковырялись в объяснении, как найти. Далее, почему? Внешняя изоляция дома, который мы купили, плохая. Чья проблема? Лично наша проблема. Утеплите дом, термопомпа будет работать не на таком напряге, и платить мы столько много не будем. Ну, зимой мы не можем утеплять дом, поэтому мы этот вопрос оставили, мы постелили какие-то коврики, ноги поддуваются, естественно, и счет большой. Что у нас есть из электротоваров? Да все как у всех. Абсолютно как у всех. Ничего больше, ничего меньше. Не экономим? Нет, не экономим. Включаем все. Индукция, чайники. Живем как обычные люди. Ну, наверное, как все. Так, следующий счет приходит. Так, подождите. Да, за январь нам приходит счет 402 лева. О, ура, уже меньше. Ну, 402 лева. Ну, мы думаем, так, что же все-таки сделать-то? И тут Светочке приходит в голову мысль, что надо опустить температуру. Правильно. А чего не подумали об этом раньше? Мы опускаем на термопомпе температуру, по-моему, до 42 градусов.
В комфорте мы не теряем, конвектора работают чуть слабее, вода горячая. Замечательно. И вот сейчас, вчера я получаю счет, мы получаем счет. Я иду так, думаю, сейчас опять будет такой большой, огромный счет. Думаю, когда же это кончится, потому что, достаточно большой расход. Вот мы вроде как и термопомпу купили, дорогущую. Оп, 225 лев, ребята. Сейчас вы скажете, вот дебил смеется такие суммы говорить. Нет, ребят, давайте так, это не такие суммы, потому что 225 лев это за полное отопление. Без дров, без пелет, без всего. Всичку 225 лев. Я разговариваю с людьми, у которых дома, кто в квартирах, и понимаю, что да, у них само электричество-то не такое дорогое в квартирах или в домах. А вот если они вдобавок к этому пользуются еще пелетами, они вдобавок к этому, конечно, пользуются пелетами, дровами, потому что электричество это печка, это стиральная машинка, холодильник, плита. Если полностью при холоде отапливаться кондиционерами и обогревателями, то счет был бы больше. Но если, конечно, не экономить и в одной комнате не жить. Конечно, у кого дом больше, естественно, расход больше. Но я знаю людей, наши друзья живут в Пловдиве, в отличной квартире, и у них счет зимой не превышал, по-моему, 70 лев. Но у них дома утепленные, расположение отличное, все хорошо. И постройка хорошая. У нас, к сожалению, нет, не то что к сожалению. Это минус того, что вы покупаете готовое, а не строите под себя. Потому что если вы строите под себя, вы заранее все это планируете, свою систему. И вам это, естественно, становится и удобнее для вас, комфортнее и, естественно, наверное, дешевле или нет. Но это ваш выбор. Когда вы покупаете готовый дом, вы купили то, что вам продали. Если в доме стоит буржуйка, значит это буржуйка. Если в доме стоит буржуйка с водяной рубашкой на все комнаты, это так. А вдруг вы хотите убрать буржуйку с водяной рубашкой и поставить пелетный котел? Да, снимайте, убирайте, переделывайте. Ваше право абсолютно. Вы выбираете по бюджету и по вашим желаниям. Наше желание было уйти от любой грязи, от любого таскания, коления, пиления, переносения и потом убирания. Потому что все это должна кто делать? Светочка, естественно. Я, конечно, бы помогал таскать дровишки, поколол бы несколько штук, как Челентано в фильме «Укрощение строптивой». Вы помните этот фильм, когда он колол дрова вот так серьезно в момент, когда ему чего-то хотелось. Но мы уж романтики этой нет, поэтому термопомпа, друзья. Счет за электричество за март месяц 225 лев. Теперь, что в этих 225 левах есть? Значит, дневной тариф это 11 статинок за киловатт. Ночной тариф, сейчас вот даже гляну листочек, ночной тариф 2 статинки. Сколько у нас ушло? Днем у нас ушло 692 киловатта. Ночью у нас ушло 335 киловатт. Для тех, кто не знает, друзья, в Болгарии существует два тарифа. Есть тариф ночной, дешевый, экономичный. По-моему, начинается посезонно с 22:00 до 6 утра, когда вы платите 2 статинки за киловатт. Соответственно, мы включаем посудомоечную машинку на ночь, стиралку на ночь. Да, чайник иногда на ночь включаю. Шучу. Нет, я не готовлю какие-то там блюда ночью, чтобы встать, проснуться утром. Нет. Но, естественно, посудомойки и вещи, которые можно на таймерах включить, ставим, конечно, ночью. И, опять же, никто не делал какой-то подсчет, что ночью мы включаем больше, днем включаем меньше. Нет. Все так, как есть. Дневной тариф, и мне кажется, по-моему, немножко дневной тариф даже подешевел, может, на 1 статинку. Но, ой, друзья, не тут-то было. В Болгарии уже нас предупредили, что летом будет подорожание электроэнергии, небольшое такое, ну и воды чуть-чуть. Но, опять же, это будет летом.
что нам сейчас говорить о том, что будет летом? Сейчас вот так. Так что март месяц за электричество у нас ушло 225 лев. Это поделим пополам 113 евро. Вот такие цены в Болгарии весной. Март 23 год. Село. Дом 65 метров. 2 человека. Термопомпа. Полный комфорт. Хубавден. Шеелихам йом наим, говорим шили. And have a nice day, my friends. Чао-чао.